Итак, я немножечко сделаю введение, вернее, мы сделаем введение, начиная с эволюции роли инженера. Что такое кодинг, чем отличается от разработки и где тут находит свое место AI или не находит. Потом мы посвятим немножко времени техническим объяснениям очень общим, и уж тем более без примеров кода. Все примеры кода будут на следующем этапе через неделю. Что такое агенты, MCP, RAG, и как они работают вместе. И дальше перейдем к интересной теме. Это трансформация инженерного процесса. Каким образом нам могут помогать агенты, каким образом это все заворачивается в работающую систему. Вот. Немножечко расскажем про индустриальный опыт внедрения, то, как это описывают разные большие компании у себя. Я расскажу чуть-чуть еще про то, что я слышал от знакомых и друзей. Вот их у меня довольно много, и все сейчас говорят, куда же эти агенты, и куда оно все движется. И Сергей тоже поделится а, а, кейсами со своей стороны. Вот. Области применимости, где можно, где нельзя, где какие риски финансовые, технические, безопасности, как это контролировать. А, Амбициозная задача, манифест инженера, который использует AI. Посмотрим, как удастся его сформулировать к концу презентации. Это наш план. Я думаю, что презентация отнимет минут 30 на рассказ, и все остальное время на ответы на вопросы и обсуждение. Ну, повторяю, что пишите, пожалуйста, в чат ваши вопросы, ваше мнение, а, и всё такое прочее. У ведущего удивительно, но микрофон обычный маковский. Я сейчас в поездке, и поэтому мой супер микрофон, отдельный, вынесенный, профессиональный, остался в Батуми. Вот это Mac. Итак, ну еще у меня, разумеется, тихая комната и богатый тембр голоса. А, Итак, кто я такой? Я давно-давно в разработке. Я очень хардкорный бэкэндер. Последний мой проект в найме был это бэкэнд для бэкэндов мира. Мы делали всё хранилище метаинформации, которая есть в мира. Ну, вернее, не я делал, я поучаствовал, приложил руку. Был техническим директором в разных небольших стартапах, и начинающих, и уже более-менее зрелых все-таки стартапах. Был solution-архитектором в EPAM. Из интересного там поработал на проекте улучшения платформы безопасности для всех продуктов Atlassian. Уже об этом можно говорить, уже время прошло. Вот, я обучаю инженеров очень давно, и уже сейчас веду 20-й поток курса «Технический лидер» для сеньоров и архитекторов. Вот. То есть я такой жесткий бэкэндер, и вот все про архитектуру, системность, сложные системы, большие системы, масштабы, большие организации. Сергей, пожалуйста, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, про себя. Всем привет, слышно, да, меня? Я Сергей, работаю на данный момент продукт-менеджером в B2B, в экосистеме Salesforce. До этого работал, начинал вообще, инженерное образование, начинал тестировщиком, около 10 лет работал тестировщиком, руководил командой тестирования, был ментором, и вот последние 5 лет занимаюсь менеджментом в B2B продукции в экосистеме Salesforce. Начал изучать CI года 2,5 назад и постепенно внедрять в свои процессы и следить за этим. Вот, собственно, первый мой такой вебинар на такое большое количество людей. Вот. Спасибо, Сергей. Я хочу отметить разницу наших бэкграундов. Это сделано совершенно намеренно, потому что Сергей занимается AI и углубляется в него без того багажа, который есть, ну, скажем, у меня, алгоритмического, там, в общем, любого, архитектурного, там, и так далее.
И очень интересно, что у нас с ним получаются разные взгляды. Я оказываюсь более консервативным в том, что касается AI, потому что я думал про очень сложные вещи всегда. Ну, бэкэнд для бэкэнда я делаю, не знаю, наверное, в третьем моих проектов, которые были у меня в карьере. А Сергей про процессы, про менеджмент, про продукт, про то, чтобы каждый исполнитель, разработчик, специалист получил свой правильный контекст. И чтобы менеджеры получили контекст и прочее. И вот это, я думаю, этим наш этап будет и интересен, потому что наш спор будет исходить из нашей разницы опытов, бэкграунда. И надеюсь, что будет интересно. Значит, немножко про Hard Skills. Hard Skills — это центр экспертизы, который запущен мной в 18 году. Фокус на архитектуру, на развитие сеньоров и архитекторов, немножко там менеджеров. Занимались мы системной инженерией, мы устраиваем очень много разных докладов, ивентов, иногда без записи, часто с записью. На видео они все есть. 250 — это, по-моему, только за последние 2 года. То есть иногда это было 1-2 раза в неделю на протяжении там, всего 25 года и 24-го. Вот. Присоединяйтесь, пожалуйста, смотрите. Много, очень много даже по нашим ивентам, связанным с AI, можно рассматривать, как менялся и AI, и взгляд инженера на AI по записи. Что еще важно про Hard Soft Skills? То есть на курсах я не пересказываю, другие преподаватели не пересказывают то, что написано в книгах, в статьях и на там, всяких сайтах маркетинговых. Мы делимся реальным опытом, мы его аккумулируем, мы его собираем и на мероприятиях в том числе, и даем в виде и курсов, и задач, и так далее. Потому что мы Hard Soft Skills не аффилирован ни с одним, там, не знаю, сервисной компанией, ни с одним продуктом, ни с чем. Это независимая история, поэтому она позволяет нам взвешивать за и против для любых инструментов, технологий и всего остального. Вот. Итак, это было представление. Сейчас мы переходим к тому, что же такое роль инженера и как она сейчас эволюционирует. Сергей, как мы с тобой договорились, это твоя часть или моя? Моя. Давай я начну. Пожалуйста, тебе слово. А, Ты, пожалуйста, говори, а я буду проматывать, Давай так. как тебе удобно. Да, да. Где мы сейчас находимся, да? То есть мы находимся, в эволюции, да, роли инженера, не только разработчика, а в целом всех инженеров, которые участвуют, в развитии и в разработке программного обеспечения, создании продуктов, поддержки продуктов, да. И одна из важных, да, один из важных активов раньше и до сих пор пока что еще остается, но уже меняется, это, являлся код, да. Сейчас, традиционные метрики, да, в разработке, которые раньше измерялись там количество строчек кода написанного, либо количеством закрытых задач, это все меняется, вот, и не работает. Почему? Потому что код сейчас писать намного дешевле, то есть десятки разы, сотни разы становится легче, дешевле, вот, и эта метрика перестает работать. Почему? Потому что увеличивается количество pull-реквестов, но реальный там time to market, то есть не работает, он даже в некоторых кейсах может падать, поэтому измерять количеством закрытых задач, не совсем правильно. Вот, а, стоимость, получается, генерации кода стремится к нулю, то есть, в десятки, тоже в сотни раз, уменьшается за счет LLM. Вот мы переходим, в такую эру, AI, программирования, да, в эру AI-ассистентов, агентов, вот где, процент написания кода будет, стремиться увеличиваться и вплоть там до 90%. Вот, написание ручного кода становится, м, очень мало. Вот, чем больше кода мы пишем, вот, тем увеличивается стоимость поддержки этого кода, да, потому что появляются своего рода такие узкие места в виде,
большего количества создания багов, вот, сложности поддержки этого, потому что человек по-прежнему занимает роль, ам, увеличивается количество того кода, который надо человеку просмотреть, превьювать, запровить. Вот, на тестировщиков очень большая нагрузка, потому что количество кода увеличивается, количество тестировщиков, если остается прежним, на них увеличивается нагрузка, и очень часто появляются кейсы, когда на тестировщиков скидывается вот эта вот работа, принимать решения о качестве написанного кода ИИшкой, вот что является как бы неправильно. Поэтому сквозная разработка с помощью ИИ должна внедряться постепенно на всех уровнях. А, вот, и ревью, и тестирование, и поддержка должны работать вместе. Вот. А, Куда вообще уходит распределение времени, да, такого базового стандартного инженера? Вот понятно, что инженеры разные, да, но написание кода это лишь 10% времени, да, то есть и даже если эти 10% времени будет покрывать яишка почти полностью, да, то это только внутренняя часть, начинка, вот, большее количество времени уходит у разработчика, это на сбор требований, не всегда они в идеальном виде предоставляются, да, часто, в требованиях там существуют всякие там логические дыры, вот, плюс, даже на яишку невозможно это переложить, потому что, яишка не умеет там задавать правильные наводящие вопросы, то есть это все остается на человеке, на инженере. Вот, и для того, чтобы яишка так выступает в виде такого плохой такой аутсорсер, да, который как бы пойдет по пути наименьшего сопротивления, вот, и наделает костылей, не задав эти вопросы. Вот, также большое количество времени остается по-прежнему на архитектуре. То есть яичко помогает архитектурить, при правильном подходе, вот, но выступает в роли такого ментора, который помогает, но не вместо человека занимается архитектурой. Вот, и общение с командой. То есть, в команде по-прежнему остается, на человеке по-прежнему остается всякие неявные знания, которые нет у яишки, да, в домене. Так, Сергей, что-то подвисает. Это только у меня или это у всех? Или это я подвисаю? Кажется, у всех. У всех. Хорошо. Отлично. Ну, там Никита шутит, что такое архитектура. Тогда я, наверное, продолжу, пока это самое здорово, что у нас двое, есть кому подхватить. Короче говоря, к чему Сергей ведет? К тому, что написание кода как таковое отнимает очень немного времени, даже в эпоху до AI. И большая часть времени — это работа с контекстом, как его в свою голову загрузить, как его загрузить из своей головы в код в самых разных видах, взаимосвязях, и как это в тесты, как передать это в деплой, в инфраструктуру. Кроме кода, разработчик делает гигантское количество, ну, инженер хороший делает гигантское количество других вещей. А кроме инженера над проектом работает еще много других ролей, которые, собственно говоря, занимаются переработкой, созданием, преобразованием контекстов. Сергей, пожалуйста, продолжи. История интернет отвалился. Вот, поэтому, сейчас, ну, очень много людей говорят про заменят, что яишко забирает, работу инженера, да, то есть, пренебрегая вот этими всеми дополнительными, работами, да, которые делают, разработчики, да, они, вот, поэтому, ускоряя вот эти 10%, которые занимает написание кода, как бы оно формирует еще большее количество вот этих узких мест, где, важен, да, вот именно дополнительный контекст, вот, и, срабатывает такая теория ограничений, получается, что скорость системы равна скорости самого медленного звена. То есть у нас получается, если узкое место — это ревью или тестирование, то оно остается и никуда не девается, и глобально это проблему общей разработки не решает. Вот, но, несмотря на это, происходит смена фокуса а, в эпоху, да, в эпоху AI, которая сейчас происходит. То есть если раньше программисты там учили, то есть архитектуру, изучали языки программирования, да, то сейчас у нас
языком программирования становится постепенно естественный язык, да, то есть английский, русский, неважно, и LLM, она выполняет роль компилятора ваших мыслей, да, то есть превращает это уже в код. То есть изучать программирование с нуля сейчас становится все менее популярным. Тема такая открытая, много на эту тему дискуссий, но вот. То есть сейчас такое золотое правило есть, что каждая дополнительная минута, потраченная на планирование, то есть она и спецификацию для ИИ, она экономит в будущем там 10x минут там, или часов, неважно, на исправление бага, да, то есть если не заложить а, усилия в вот это вот формирование требований для ишки, то есть это потом увеличит, а, то есть проблемы. Вот и очень важно сейчас понимать, становится инженером, в том числе бизнес-логику, да, то есть вот, то есть происходит так некое слияние инженеров с PM-овской, с продукт-менеджером на роли, то есть и инженеры, которые будут больше погружаться в бизнес-контекст, бизнес-логику, они будут как бы более ценны. Вот, потому что важно не как сделать уже становится, а именно цель как бы того, что мы делаем, цель решения. Вот. Происходит трансформация навыков, да, то есть, и еще раз, если вчера важны были технические знания, знания программирования кода, то сегодня более важным становится это понимание, как декомпозировать большую задачу на более атомарные какие-то шаги, вот, которые сможет агент понять, обработать, потому что если у нейросетей есть жесткий предел. Вот, если вывалить на них кучу всего сразу, да, legacy код, кучу документации или большие там требования, то возникает очень много проблем, поэтому сейчас очень популярны такие там подходы, как Spec-Driven Development, и один из них, который набирает популярность. Вот, но это сейчас происходит, вот эта адаптация, пробы разных фреймворков, вот, все это идет к тому, что человек будет становиться таким оркестратором, да, то есть сначала ревьюером этого всего, что нам пишут агенты, и после чего, когда это все уже отточится, наладится, человек будет оркестрировать этими агентами, то есть это такая смена, короче, ролей происходит, вот, и по-прежнему, еще раз, остаются очень важными знания человека в определенном домене, вот, насколько ты понимаешь, и можешь верифицировать результат, который тебе дала яишка, то есть вот, это остается, и агенты на себя это не заберут. Вот. А, Ну, окей, как-то так. да. Спасибо, Сергей. Сейчас я чуть-чуть сделаю маленький комментарий, снова передам тебе слово для следующей секции презентации. Есть такая компания Elasticsearch, там работают много инженеров, сотни. И вот это одна из тех компаний, которые уже достаточно давно внедрили себе в процесс AI, причем не только в код, а там вообще в разные процессы. И у них очень интересное наблюдение, что хороший инженер стал писать меньше объема кода в строках, при этом решать больше бизнесовых задач. А не очень хороший инженер стал писать гораздо больше кода, решая при этом меньше задач, чем раньше. И здесь метрикой становится не то, сколько кода ты написал, а то, насколько ты хорошо решаешь задачи. И более того, чем меньше кода, тем лучше, потому что это, ну, как бы то, что нужно поддерживать, понимать и разбираться. И здесь фокус очень сильно смещается на фичи, но при этом без потери значимости технических вещей, потому что мы не можем писать мало кода в хорошей архитектуре, если мы не понимаем наши фреймворки, инструменты, технику и их возможности. Вот. Давайте немножко рамочно погрузимся в технологический стек, который нам предоставляет AI. Сергей, пожалуйста, тебе слово снова. Да, то есть проговорим про агентов немного поверхностно. Чем агенты отличаются от LLM, да, от большой языковой модели? Тем, что у агента появляется минимум, да, 3 дополнительных вещи. Одни из самых важных, которыми надо управлять, это у агента появляется доступ к тулам,
то есть function calling, то есть агент может принимать самостоятельно решение, какой инструмент когда вызвать, да, с помощью системного промпта. Вот, и за этого это как бы и плюс, и минус, да, то есть плюс в том, что имеет доступ к большому количеству там тулов, есть best practices, там не превышать это количество, там кто-то говорит 3 тулов, кто-то 5, это чем больше тулов, чем больше системный промпт, тем как бы стабильность работы этого хуже, но это еще как бы сама языковая модель, на которой построен агент, как бы очень много тоже роль играет, да, то есть более умные модели, которые сейчас выходят, они, в принципе, способны справляться там и с большим количеством тулов. А, а, Глаза, то есть модель у агента есть это, то есть агент может с помощью MCP-серверов, например, разных, то есть смотреть за документацией, входить в ней, да, там из популярных это Context7, да, MCP-сервер, который имеет в себе последнюю документацию по разным там языкам программирования, по API-шкам, вот, чтобы это он принимал решение не на основании датасетов, которыми он научен, за там, например, 1 год назад, да, давности, датасете, а именно текущий, потому что постоянно все обновляется. Вот есть, MCP сервера для того, чтобы смотреть, например, за версткой, которую он сейчас только что там, программировал, да. Браузеровские всякие MCP-сервера, Playwright, браузер, MCP появились. Вот. И у агента есть такая вещь, как возможность права на ошибку, да, в отличие от, например, ассистентов, у которых нет тулов, да, которые отвалились, и все, у вас ошибка, ее надо самостоятельно обрабатывать, да, с помощью кода. Агент самостоятельно может при какой-то ошибке ее снова попробовать, да, то есть разобрать, вот, и через цикл обратной связи, то есть он запускает автотесты падают, он может как бы сделать исправление, еще раз их запустить. Вот тут очень важный момент, чтобы он правильно работал. Это не автотесты, чтобы он правил, само собой, а сам код, чтобы бизнес-логика не страдала. Вот, и у агента есть несколько, ам, как бы, сейчас скажу как, несколько процессов, да. Один из процессов — это планирование, когда к нему попадают входные данные. Вот, он начинает планировать, что с этими входными данными делать, то есть разбивает это на подзадачи, вот, декомпозирует и составляет сам себе план действий. Вот, и output этого плана действий может быть там различный. То есть найти что-то, посмотреть, прочитать логи, запустить тесты, исправить код там и что-то написать документацию, например. То есть это план составляет, и потом с помощью а, тулов, которые у него есть, вот, он выполняет этот план. То есть выполнение плана, у агента, в отличие от обычной LLM, есть доступ к файловой системе, он может создавать, редактировать, удалять файлы, да, с помощью, вот, может устанавливать какие-то NPM-пакеты, запускать скрипты, работать с гитом самостоятельно, вот, и запускать тесты. Вот. Собственно, в агенте самое классная штука, что он работает в цикле, и если правильно работать с контекстом, поданным на вход, и правильно настроить системные промпты, и подключить правильные инструменты, вот, и научить его правильно работать с обратной связью, то есть он будет качественно, на хорошем уровне выполнять ваши задачи. Вот. Но всегда, особенно на ранних стадиях, когда рядом есть человек, у человека есть возможность прервать его, подкорректировать, и очень важно, чтобы человек следил за процессом. Вот. Вот, ну, аналогия тут есть, что LLM — это мозг в банке. Типа, да, умная штука, которая не знает контекста вашей компании, контекста вашего домена, нюансов каких-то, которые у людей в головах. Вот, и это все надо в идеальной картинке мира работать с LLM-кой, давать ей на вход, чтобы она это знала, чтобы качество результата было лучше. Агент — то же самое, просто такая же LLM-ка, только с набором отверток, то есть с тулами. И тоже, если у нее недостаточно контекста, она может повернуть не туда, открутить что-то не то. Вот такие аналогии перевели. Вот. MCP — это впервые Anthropic в ноябре 2024 года изобрел этот протокол. Его приняли, а, приняла индустрия, вот, и это специальный протокол для подключения
агентов к внешним тулам. Вот своего рода USB-порт. Вот часто любят принимать этот термин, чтобы к агенту подключить внешнюю систему, и в этой внешней системе есть описание тулов, инструментов, как работать с этой внешней системой. Вот, и агент на простом человеческом языке общается с MCP-сервером, и MCP-сервер превращает это, по сути, у себя под капотом в API-запросы к этой системе, возвращаются данные, и агенту возвращаются. Вот. Очень большое множество MCP-серверов есть, но у MCP есть минусы по работе с контекстом. Они очень сильно загружают контекст. Если MCP имеет большое количество тулов и описания для этих тулов, то это все занимает контекст а, окна в работе с агентом, что не всегда является хорошо, потому что эти MCP не всегда нужны, а при каждом вызове заполнять это контекстное окно немножко лишним, короче, вот, становится. Вот. В результате сейчас появляются другие инструменты, которые сначала говорили как замена MCP, на самом деле они немножко не замена, а дополнение, то есть скиллы, вот, уже с более грамотной работой с точки зрения контекста, потому что а, вся инструкция скилла и все составляющие скилла не подгружаются в контекст полностью, да, подгружается только его описание, и агент, видя это описание, сам знает, принимает решение, в какой момент воспользоваться этим скиллом. Вот. Можно ему, конечно, говорить, но в идеале описание должно быть таким, чтобы агент вызывал этот скилл, и только когда он его вызывает, ему уже погружается в контекст. То есть скиллы — это больше про то, что как выполнять какую-то работу, да, то есть логика выполнения, процесс выполнения какой-то работы. MCP — это мир, доступ к внешнему какому-то сервису, миру для получения дополнительного контекста. Вот. Также для дополнительного контекста пользуются популярностью векторные базы данных. Вот. Есть, на самом деле, большое количество векторных баз данных. То есть обычный RAG это, по сути, когда есть большое количество документации, оно делится на чанки с помощью специальной эмбеддинг-модельки и загружается в векторную базу, и потом по, по семантическому поиску, то есть происходит ретрив, то есть получение чанков и для дополнительного контекста. То есть в ходе выполнения какой-то работы, либо, не знаю, если надо ответить на какой-то там вопрос, то есть идется в векторную базу, по семантическому поиску ищется, и агент использует как эти чанки для дополнительного контекста. Вот. Очень много техник, как делать правильную базу, да, на какие чанки бить, потому что ходы данные могут быть в разном формате, то есть это могут быть и PDF-ки, и документы, и с картинками, и без картинок. То есть важно очень делить качественно на чанки, чтобы неразрывные есть такой рода там перекресты, то есть чанки делятся там, например, на 400 символов, и между ними еще и делается перехлест, чтобы не терялся контекст. Вот, но не везде подходит обычная векторная база, обычный RAG, есть графовые раги, то есть где есть связи, например, человека с тем, что он сделал, человека, где он родился, это такой простой пример. Вот, вот. И иногда в некоторых проектах используются графовые раги. Вот. Но в мире, в котором мы сейчас живем с агентами, чаще используются именно файлы, да, на файл-серверах, ну, на локальных компьютерах, либо там на серверах, где ваши агенты крутятся, они берут целиком файлы, да, то есть в свой контекст, и качество как бы их аутпута увеличивается, улучшается, вот. Но тем самым это является и минусом, потому что заполнение контекста модельки быстрее происходит. Поэтому очень важно контекст-инженерия правильно и управление этим контекстом, правильно строить инструкции, чтобы агент в нужный момент брал нужные файлы и с ними работал. Вот. Поэтому как-то так. Окей, спасибо большое, Сергей. Теперь я снова забираю слово. Значит, у нас есть интересные возможности теперь, продолжая эту вот тему а, ведения, куда она нас приведет, как нам эти технологические возможности применить для разных аспектов процесса создания разных интересных систем.
полезных для бизнеса. Я сюда а, поместил очень простую картину, которая позволяет прикинуть, каким образом происходит разработка или отдельной фичи, или всей системы. Сначала мы понимаем, что нужно сделать, потом планируем, понимаем, что такое наш проект, цели и так далее. Потом мы определяем требования более четко. Потом мы занимаемся проектированием, разработкой, тестированием. Каждый из этих вот процессов, он сложный, составной, содержит многоступенчатые всякие и циклические шаги. И в конце концов мы переходим к деплою, который тоже многоступенчатый, с контролем качества, с поддержкой и так далее, и так далее. И вообще говоря, на каждом этом шаге мы можем каким-то образом применить существующие скиллы или сделать свои. Можем на каждом шаге воспользоваться а, э, помощью моделей, чтобы его ускорить. И то, что вот здесь вот указано development, единственное, квадратик, про код, все остальное про работу, вот это development, собственно, создание кода. Если мы смотрим на LLM или на агентов, только на тех, кто модифицирует код, мы совершаем огромную ошибку, потому что мы упускаем все остальные этапы процесса из внимания. На самом деле и с проектированием может быть помощь, и с релизом, и с пониманием, и с планированием, и с определением требований и так далее на каждом этапе. И когда мы говорим, что вот теперь, ну или не мы говорим, а вот есть такое мнение, особенно на фондовых рынках, что теперь там программисты больше так особо и не нужны, потому что у нас есть LLM, то они смотрят на это очень узко. И все эти этапы, они связаны между собой, и связаны между собой они передачей контекста, какой-то информации с одного этапа на второй, со второго на третий и так далее. А очень часто еще потом с третьего на второй, и со второго на первый, циклические какие-то исправления, переходы на более ранние этапы, когда мы получаем больше информации на более поздних этапах и так далее, и так далее. Этот процесс оказывается достаточно сложным, достаточно многоступенчатым. Он вовлекает в себя громадное количество разных компетенций, и теоретически мы можем на каждой из них сделать отдельных вот, агентов, скиллов там и прочее, и прочее. Но нам очень сложно вытащить из своей головы весь контекст, который у нас есть, и какие-то части мы можем забывать. Вот. Раньше, вот еще до всей этой истории, бутылочным горлышком был именно код. Его писать сложно, нужны были люди, и сейчас нужны тоже, и это было очень дорого. Сейчас код упрощается, по крайней мере, не самый сложный код можно создавать и генерировать. Вот. И теперь фокус в разработке как в процессе, он смещается с, собственно, кода и его сложности на сложность всего процесса целиком. Как правильно, куда передать какую информацию, чтобы нам нужный агент в своем агентском цикле сделал какие-то а, полезные вещи, которые могут участвовать дальше в процессе. Собственно говоря, вот это главный вопрос того, как же нам улучшить разработку, как же нам, в какие места нам использовать. И это существует, эта возможность существует только в тех процессах, которые уже устоявшиеся, уже описанные, уже, возможно, измеряемые. И если процесс является хаотичным, то добавление AI в него сделает этот хаос еще более быстрым, бурлящим и тратящим еще больше ресурсов, времени, денег. Вот. И действительно, в таком хаотичном процессе самое очевидное место для использования LLM — это код, а все остальные потоки информации, преобразования информации, они остаются, ну, как бы за кадром, они как бы в уме происходят.
А на самом деле даже в не очень большой организации, где там 3 команды по 7 человек, этих потоков уже очень много, и это уже достаточно сложная система. И если мы не задумываемся о процессе как таковом, с AI или без AI, сначала без AI, то применение AI, ну, бессмысленно. Вот буквально оно будет вредно. Точно так же, как нельзя автоматизировать хаос, потому что получится автоматизированный хаос. Точно так же нельзя в хаос добавлять AI, потому что получится хаос еще и с AI. Еще и со стоимостью токенов и непонятно как учитываемой ответственностью. Вот. Поэтому у нас есть инструмент агентов, но еще одна вещь, которая нам должна, ну, как бы, должна присутствовать, это работающий процесс. Эта мысль, возможно, не очевидна, она непонятна тем, кто плохо знаком с Software Development Lifecycle и со всеми его циклами и сложностями, без обратной связи. И поэтому люди думают, о, так это код может писать, так все. И теперь инженер, он должен видеть этот процесс, как минимум те части, которые вот вокруг разработки, а еще больше, еще лучше и вот эти вот зелененький этап про вообще цели и намерения, зачем мы это делаем, для того, чтобы можно было описать код с помощью автоматизированно именно под те цели, которые есть. Потому что писать код теперь не проблема, а вот теперь проблема, как написать тот код, который нужен. Вот. Существуют самые разные моменты, значит, куда можно добавить вот эти агенты. Но для каждого процесса в каждой организации процесс индивидуальный в каждой организации, поэтому эти агенты могут быть очень разные для любых организаций. То есть где-то можно заставить агента писать код, другой агент тестировать, у них там обмениваться информацией, пока там система правильно не заработает. Но это возможно там в какой-то одной среде. А в другой среде там надо обязательный этот самый код-ревью человека, потому что либо очень сложный код, либо очень там какая-то сложная система и прочее. Вот. Анализ логов тоже хорошая история, но там, где, во-первых, они есть, там, где они есть в правильной, понятной системе, там, где есть всякие правильные паттерны, то есть у нас распределенная система, то вот этот Transaction ID или Trace ID, он находится вот из из этого микросервиса. Вот здесь блок логов, из этого микросервиса здесь, и они все объединяются в общую операцию, ее можно анализировать с помощью AI. Вот, то есть при применении AI это следующий этап над автоматизацией. Должна быть грамотная и хорошая автоматизация, на которую мы ставим инфраструктуру всех этих агентов, и неважно, какую там LangChain, LangGraph или просто ручками там что-то пытаемся фантазировать. Главное, чтобы этот процесс был, и чтобы он уже был каким-то образом автоматизирован. А, одна, одна компания, которую я консультировал в прошлом году, это успешная финтех-компания, они внедрили в процесс тестирования агентов, которые могут создавать тест-планы, тест-кейсы, тест-сценарии самостоятельно по требованиям. И после этого вот эти вот тест-планы и тест-сценарии, они проходят ревью профессиональных тестировщиков, автоматизаторов, и после этого они уходят в разработку тестов, которая уже частично автоматизирована тоже с помощью AI. И вот эта вот автоматизация на уровне вот тестирования вот этого желтеньких прямоугольничков. При этом, как это ни удивительно, а, большинство, самая сложно автоматизируемая часть разработки — это та, которая связана с кодом. Вот. Документацию проще, дизайн, архитектуру, ну, довольно сложно, но проще, чем код. А код требует огромного количества взаимосвязей, их понимания, огромного количества деталей. В нем участвуют и решения, принятые на этапе архитектуры, и решения, принятые на этапе требований, какие-то еще неявные правила и куча всего. И получается, что автоматизировать код, написание кода, гораздо сложнее, чем автоматизировать ему практически все остальные части. Ну, наверное, все остальные части.
И, ну вот опыт тех компаний, с которыми я так или иначе имел дело, сотрудничал или консультировал, он заключается в том, что именно код сложнее всего, ну, как-то ускорить. А ускоряется, вот все вокруг. Потому что система обычно legacy, системы обычно довольно сложные, запутанные, много информации в головах разработчиков. И ее оттуда сложно вытаскивать, она постоянно изменяется, добавили фичу, делали новый там план, запланировали новую архитектуру. Вот. А тестирование, работа с документацией, частично работу с проектированием, многие части работы с инфраструктурой можно автоматизировать. Легче автоматизировать. Вот. И ну, можно придумать для этого массу агентов. Главное, чтобы они попадали в ваш собственный процесс. Вот. Итак, это были скорее принципы того, как могут меняться инженерные процессы. Разные компании их применяют по-разному. Ну вот самый, наверное, раскрученный опыт — это Agent First инфраструктура, архитектура в Vercel. А, Они, эти агенты, у них могут запрашивать там запуск кода, и используют, они там очень много статей писали про то, как они переводят с одних версий фреймворков на другие, на более свежие. Вот, как то, что инженеры там уже совсем-совсем не пишут код. Вот есть ссылочка на них, можно посмотреть. Но опять-таки, а, самое главное условие, если нет хороших процессов сейчас, то агенты навредят, AI навредит. И если у вас плохие процессы, то AI может помочь каждому отдельному человеку скорее больше через чат, чем через агентов. И только общие менеджерские процессы могут дать возможность инфраструктуре агентов работать и помогать. Вот. GitHub Copilot, я думаю, более-менее вы представляете все, весь секрет в плане, вот, который нужно одобрить, который нужно понять и разобраться, и только после этого агент создает ветку, там, запускает тесты и вносит изменения. Вот. Значит, есть и очень жесткие провалы. Удаление баз данных, сжигание очень большого количества, на десятки тысяч долларов в сутки, а, токенов, потому что этот цикл агента зациклился, а он не мог прийти к решению. Я, кстати, такие ситуации видел и у себя ну, вот, в своей среде разработки, когда совершилась какая-то ошибка, агент пробует ее ставить, не получается, предлагает второе решение не получается, он что-то там забывает, то, что было перед этим, предлагает первое. И так, я смотрю, какие-то чудеса происходят. Вот. Но если это отправить на ночь, если оставить в каком-то, ну, большом параллельном режиме, то баг в логике агентов, который может быть человеком там на русском языке запрограммирован или сам там LLM там как-то странно рассуждает, у него что там галлюцинации, то и происходит. И там что-то, ну, в общем, там были больше, в каком-то стартапе больше 10 тысяч долларов ушло просто за ночь на одни токены. Вот. Бесконечный цикл взаимодействия. И существует масса решений, как с этим бороться, и как этим агентам своей песочницы делать, и ограничивать, и так далее. Вот тут есть интересные ссылочки про это. Вот. Поэтому вот это вот стремление использовать агента, оно очень хорошо, оно очень полезно, но очень сложно привести это в тот вид, где это будет действительно работать. Точно так же, как раньше, знаете, думали, не знаю, 20 лет назад. Вот мы сейчас айтишников наймем, они нам автоматизируют бизнес, и у нас будет все вообще летать. А потом оказывается, что чтобы оно летало, надо разобраться в бизнес-процессах, надо разобраться с ролями, надо убрать подводные течения и политику вот в этих автоматизированных процессах, потому что там дядя Степа не сможет брать взятки там на получение или отгрузки товара.
теперь, потому что оно ж автоматизировано, и он сопротивляется. Та же самая история, как с автоматизацией, она происходит, с агентом. А потом оказывается, что там есть какая-нибудь, не знаю, тетя Люба, которая никто не знает и не видит, и которая вот до автоматизации, она там сверяла кучу отчетов, исправляла ошибок, а мы об этом не знали, как руководители. И мы попытались автоматизировать ее работу, а там, просто гигантское количество сложнейшей бизнес-логики, которую еще надо поди разобраться. Этой тете Любе, наверно, надо памятник ставить, потому что она вот это вот делает годами, а мы не знаем. И в результате оказывается, что вот эта автоматизация, она требует, года понимания того, что у нас происходит, и наведения порядка. А потом уже еще года для, а, реализации и еще полгода на внедрение. С агентами точно так же. Вот с AI в вашем процессе. Они могут быть персональными помощниками. Вот Сергей, вот сейчас, я знаю, сейчас есть что сказать, но вот дай я закончу мысль. Они могут быть персональными помощниками там, где хаос, но если в этом хаосе непонятности делать, добавлять, всякие агентские штучки интересные, автоматизированные, то будет только хуже. Сергей, пожалуйста. Ну, есть просто, ну, так категорично просто триггерит ухо, потому что есть же позитивные, не знаю, есть, конечно, маркетинговые, типа, случаи внедрения там компаниями типа OpenAI. Claude говорит, что они Cowork там полностью на агентах сделали, да, то есть, но или Stripe, там у них там полностью цикл там от требований до, а, короче, уже только человек принимает решение, типа, ок, не ок, но в целом вся разработка уже заавтоматизирована, но есть такие штуки, как, типа, написание автотестов, да, то есть это одна из таких, штук, с которой сложно поспорить, да, то есть, или закрытие каких-то там legacy штук, там, устранение тех долга. То есть по-прежнему в командах есть такие вещи, на которые нет времени, откладываются, и эти штуки помогают, вот, агенты помогают это все закрыть, вот. И самая такая, которая редко проговаривается, но, точнее, ты про это не упомянул, но построение новых продуктов, либо это продукты уже существующие, да, 2 разных вещи, потому что если мы говорим про существующие продукты, риски, вот, текущих кастомеров, то Снова информация интернет. всегда хранится, а если Э, про новые стартапы, если это про новые продукты, стартапы, то, ну, очень много примеров, где там 1,5 человека, 2,5 человека, 3. у меня есть история про новый продукт, правда, в минимальнейшем. Сейчас я расскажу. Я как-то решил, повайп-кодить. Вот там вот пишут красивые статьи, ориентируйтесь на фичи, техника теперь уже не так важна, да. И я навайп-кодил на Расте, потому что язык которого я не знал, для чистоты эксперимента, я его очень плохо знаю. Я, систему обучения сделал. Несколько недель вечерами там что то там закидывал, запросы и так далее. С нуля. У меня получилось 10 тысяч строк кода. У меня каждая новая фича создавала новые баги. И когда я, обнаружил, что статус задачи, которую решает участник курса, стал зависеть от количества комментариев к этой задаче, не от моего преподавательского там, типа, принял, не принял. Я подумал, что пора уже вносить какие-то правильные штуки инженерные в это, потому что как таковая вот это вот отдавать решение не получается. Вот. Это к чему история? Это к тому, это не к тому, что там если бы я применял скиллы, то, значит, все было хорошо. Оно, конечно, было, да и как правильно разрабатывать, это я знаю. Но на большом масштабе вот это вот неуправляемый рост, рост кода, он превращается в legacy. И вот этот вот, проект, который мы нагенерили там за быстрое количество времени, он, становится, ну, кошмаром поддержки. Сергей, пожалуйста. Ну, тут вопрос в том, наверное, что ты, пробуешь, экспериментируешь пока что. То есть с точки зрения там эксперимента ты попробовал повайп-кодить, но на это ж тоже надо практика. Вот, куча фреймворков, да, то есть, для создания там дизайнов, implementation планов, реализации, проверки, ревью, там security, не security, всякие ревью, код-ревью.
тестирование. То есть если, ну, смотреть на это на полный цикл и на каждом цикле подключать, там, ну, условно, правильных агентов, правильными инструментами, скиллами, систем промптами, условно, контекстом правильно управляться, то, ну, результаты будут лучше. То есть, ну, и типа, если в экспериментальном там режиме смотреть какие-то автономные агенты, которые там за ночь себе что-то сами делают, само собой, ну, это так, побаловаться пока что сильно... Ну, речь про реальную разработку тут не идет, да. Вот. Но если правильно подходить, если ты понимаешь и бизнес-контекст, и прорабатываешь на процентов там 80-90 времени тебе занимает проработка требований, проработка архитектуры, а уже потом там ты кодируешь, что процессы и результаты, точнее, другие. Поэтому тут не знаю, результаты могут быть и плохими, и хорошими, то есть при правильном подходе ЛМС-ка твоя была бы лучше, наверное. Ну да, ну, тут, как бы смысл в том, что тут же есть такой принципиальный вопрос. Если я даю решение, да, LLM, то, у нее в рамках этого решения есть некоторая степень свободы. Иначе для чего она? Иначе я все ее решения я сначала ее запрограммировал, а потом свою систему с помощью того, что я запрограммировал, это как будто лишний шаг получается. И вот именно эта степень свободы, она может создавать, что я сейчас говорю как такой вот вообще, ну, адвокат дьявола, да, эта степень свободы может создавать накапливающиеся отклонения, которые, нужно либо другими агентами, у которых свои накапливающиеся отклонения, корректировать, либо эти отклонения соберутся вот, среди вопросов, под конец, и есть такой вопрос про накапливающие отклонения. И если у меня эти отклонения накопились, потому что я не использовал там правильные там constraints для них, правильные там правила, ограничения, то в большом проекте они накопятся медленнее, если я использую вот эти вот рамочки. Но они накопятся. И это, по-моему, это принципиальное ограничение. Сергей, что ты думаешь по этому поводу? Ну, все зависит от, во-первых, еще от, размера проекта, да, то есть мы тоже поговорим про разные системы. То есть если это речь про какие-то продукты, которые там сейчас типа на хайпе есть тема, что SaaS-ки все умирают, да, все под себя будут пилить, какие-то софты вместо того, чтобы на подписки садиться. Здесь как бы, ну, я не вижу вот таких проблем накопительного, ну, плана, да. Вот, если компания для себя какую-то там CRM-ку пилит или, не знаю, транскрибаторы люди себе пилят, ну, там вот этой проблемы нет. Если мы говорим про какие-то большие продукты для больших компаний, ну, где важно каждая мелочь в архитектуре, то тут как бы отпаривать не буду. Само собой, без человека это... Ну, да, так, если будет архитектор с и-агентом, и либо просто архитектор, но архитектор с и-агентом все равно выигрывает. То есть, ну, просто это надо воспринимать как вспомогательный инструмент, который усиливает, и все. То есть тут про Ну, замену никто не говорит э, архитекторов. прекрасно. Я свой примерчик это шкурно рассказал. Это была иллюстрация именно про накопление ошибок. Да, вот в чатике я вижу интересный этот вот разговор. Вот. Ну да, нам нужно обсудить конкретные подходы, но сейчас у нас такой, метап, который вообще эту проблему формулирует, ставит, а конкретные подходы у нас будет на следующем этапе, который будет 17 марта, через неделю. Я вас всех туда приглашаю. Там уже будет больше вот этого, меньше этой общей философии и про подходы, и про тренды. Там будет, ну, собственно, код, который редактирует другой код, и другой код работает после этого. А если не работает, мы редактируем сначала код агента и его скиллы и все, что нужно, а потом а, эти правильные скиллы уже делают правильный код нашей системы. А, вот. А, Поэтому, вам всем будет, прислано письмо с приглашением на следующий этап про работу, уже про конкретные подходы и то, как это можно делать. Э, Значит, вот мы подходим к тому, что вот, большие проекты, там вот у них может быть сложнее, там, где вот очень важная бизнес-логика, автоматизация больших предприятий. Небольшие проекты, а тем более с нуля, проще и так далее. В тестах лучше, потому что, ну, они проще, и на них ответственность меньше. Всевозможные интеграции, какой-нибудь тупой код, который надо много раз повторить,
там для разных вызовов там хендпоинтов и прочего, очень, очень хорошо для применения AI. А вот то, что касается вот той самой бизнес-логики, которую сначала надо поди разобраться, а потом еще как-то ее сделать и писать ее агенту, чтобы он ее реализовал, здесь гораздо сложнее. То, что касается более глубоких технических вещей, которые как как мне оптимизировать свой микросервис, чтобы он, побыстрее отдавал мне результат, и чтобы он кушал меньше памяти. Вообще, откуда там взялась утечка памяти, здесь с агентами будет, очень сложно. И здесь нужно, ну, пока я, если честно, для таких вещей очень слабо представляю использование автоматизированных инструментов. Что слишком много вещей, иногда неожиданных, нужно применить, ну, принять во внимание. Проектирование архитектуры с нуля а, тоже сложно, потому что здесь AI будет просто копировать средние решения. Я это пробовал, что я обучаю архитектуре. Здесь нужно его держать в строжайших рамках, просто вот невероятно строгих, и постоянно ревьюить, или проще самому набросать, возможно, с агентом по вернее, не с агентом, уже просто с чатиком, посоветовавшись о каких-то вещах. Вот. Что у нас еще есть принципиального? Это вот области э, SDLC, Software Development Life Cycle, где вот проще и где сложнее применять. Вот. Есть еще другие области, которые касаются применения. Это то, что при вызове а, модели, при инференсе у нас один и тот же вопрос может, один и тот же промпт может давать разные результаты. А, И это нужно учитывать. И поэтому иногда это может приводить к каким-то проблемам. Вот. Это раз. Второе. Автономность стоит токенов, стоит денег. И это тоже нужно учитывать. И, возможно, ну, есть такие приемы, которые требуют по установке ограничений тупо на стоимость токенов для нашего агента. Если она превышает какой-то порог стоимость, то значит, что его этот агент пора ремонтировать. Вот. И, кроме того, галлюцинации, связанные с архитектурами как системы целиком, так и структуры какой-то отдельной относительно сложной части. Здесь очень просто в процессе инференса упускаются разные критичные вещи, без которых, собственно, бизнес дальше не может работать или относительно сложный код не может работать. И эта сложность, на которую он начинает ошибаться, она не так уж высока. Поэтому, здесь, ну, абсолютно необходимо участие человека. Вот. И еще одна группа проблем и рисков, с которым связано — это безопасность. Один вопрос — это то, что код наш может попасть и на нем обучится тот же самый код еще раз, и его модели, и будет выпущена новая версия модели, и другие компании будут теперь пользоваться нашим опытом написания кода через модель. Это не очень приятно. А некоторые проекты, которые делают персональную обработку, скажем, каждого пользователя или в виде чат-ботов, или в виде там каких-то персональных рекомендаций или чего угодно, могут отправлять или персональные данные внутрь модели, и они же там где-то тоже остаются, на них происходит обучение, и в результате, возможно, когда-нибудь мы сможем задать вопрос, а что там у Павла Лейника там, значит, было по финансам, а когда-то кто-то использовал какие-то финансовые решения, не вычистив там вот конкретно мое имя из запроса и не заменив его там на кастомер номер 28. И в результате получится очень неприятная утечка данных. Вот. Для этого существует множество вариантов. Это и контрольные точки, и ограничения, и собственно, способы назначения ответственностей, потому что агент, он ни за что не отвечает, отвечает инженер, который создал этот вот. И то, что я здесь хочу сказать, что, ну, как бы эпоха вайп-кодинга,
она заканчивается, вернее, она уже закончилась, и вместо этого приходит инженерия, более сложная, чем раньше, с использованием AI и с учетом всех особенностей процесса. Собственно, самый главный посыл сегодня — это то, что, ну, этот, это то, что тот, кто хорошо понимает и домен, и процесс, и возможности, и собственно, все то, что нужно было знать раньше, там архитектуру, фреймворки, системы, базы, вот именно тот инженер будет выигрывать и будет конкурентоспособен. Так что сначала мы будем программировать скиллы, агенты, их взаимодействие, процесс, а потом вот этот процесс будет в полуавтоматическом режиме, иногда с нашими точками, делать хорошую систему. Такая интересная штука. Да, недетерминированность может вносить везение, а иногда и невезение. На это полагаться нельзя. Сергей, пожалуйста, вот выскажи свое мнение. Может быть, ты с какими-то аспектами не согласен, потому что ты на это смотришь более оптимистично. Да нет, в том, что сейчас было сказано на последнем, слайде. Всё, здесь согласен, можно к вопросам, по сути, переходить. Окей, хорошо. Значит, ну, собственно говоря, манифест инженера — это нам нужно знать теперь не только технику, а еще инструменты AI и как их применять. Вот, кто-то задал вопрос про конкретные приемы. Вот эти приемы надо знать. Нужно знать домен, нужно знать процесс. И в разные аспекты этого процесса вносить инструменты AI, чтобы они использовали фреймворки, а, там, код так, как нам нужно, чтобы система заработала. А если где-то они используют неправильно, то мы, пользуясь знанием фреймворков и инструментов, уже технически говорим: вот здесь неправильно, вот здесь давай исправляй. Когнитивная нагрузка на такого инженера жесточайше возрастает, но при этом его эффективность тоже повышается. Вот. Процесс — это передача контекста. Нам нужен человеческий human in the loop. И вот и наше мышление человеческое, которое вот это вот все проектирует. Сначала процесс разработки, а потом саму разработку контролирует, и оно, в общем, неотдаваемо. Может быть, пока, может быть, навсегда. Вот. И наступает эпоха, в которой код является, ну, количество кода является еще большим злом, чем раньше, потому что его слишком легко генерить, слишком сложно за ним ухаживать. Вот. Я вижу, что много реплик, что вы делитесь опытом. Это очень хорошо. А, значит, я попробую пробежаться по всему тому, что вы написали. Приглашаю вас еще раз уже на лив-демо, который Сергей будет вместе со мной показывать, агента, который будет делать с помощью скиллов и с помощью MCP не очень сложные изменения в не очень сложный проект, потому что если сложно, по времени не хватит, а так вот минут за 40 плюс тоже вопросы и обратная связь. Вот это будет 17 марта на сайте, скоро появится, и у вас в почте тоже. Точно точно так же мы приглашаем вас на курс, там, где мы будем как раз рассказывать про конкретные приемы и, использование и скиллов, и харнесов, и всевозможных агентов, и там, где, ну, на marketplaces, использовать маркетплейсы скиллов, как как с ними работать и как улучшать свою текущую задачу и работу. Вот. Сейчас я попытаюсь пробежаться по тем вопросам, которые были, и комментариям в чате. Вот. Ну, и если у кого-то есть конкретный вопрос, то, пожалуйста, наверное, напишите еще раз, потому что я вычитывать прямо в реал-тайме не успею все. Вот. А, Если текущее знание LLM основано на знаниях, которые создавались десятилетиями, если все станут вайп-кодерами, кто будет генерить новые знания? Правильно. Все меньше будет людей, которые будут создавать новые знания. Потому что, с другой стороны,
знания человечества распределены настолько неравномерно между людьми, что, возможно, если я бы использовал знания еще 2-3 человек, которых я просто не знаю из разных областей, то я бы смог делать гораздо больше, гораздо лучше, полезнее и вообще быть уже богатым, счастливым, здоровым. Вот. Обязательно в блоке Q&A мы на те вопросы тоже перейдем. Вот. Вот это вот вопрос усреднения знаний по человечеству, он как бы существует. Но он скорее, это уже как бы эволюционное развитие вида человек, больше, чем про разработку. Вот. Значит, возможно, Сергей, на этот вопрос лучше ответишь ты. Значит, шаги развития, MCP, правила, скиллы, чего нам ждать дальше? Ну, у меня 2 комментария на эту тему, что чего ждать дальше. Не знаю, многие говорят там про agent to agent всякие протоколы, что по мне это рановато, потому что надо научиться сначала работать с обычными агентами, вот, и добиться стабильности какой-то. Плюс большое количество процессов компании можно покрыть еще с помощью ассистентов, то есть без агента, без тулов, да, то есть большое количество компаний покрывает именно обычными воркфлоуами, да, с подключением каких-то LLM-модулей, да, блоков, нодов, то есть без агентов. Вот по агентам еще будет адаптация несколько лет точно, вот, и пока это все процесс. С компанией гиганты, условно, OpenAI, Claude Code и Anthropic, они долго нас... Я не знаю, но нового что-то, вот MCP, условно, потом скиллы вышли, сейчас что-то за скиллами прогнозировать сложно. Вот. Не скажу, что будет дальше. Окей, спасибо. Ну да, сейчас так все бурно. Адаптация будет дальше происходить. Вот. А, окей, АГИ. Кстати, и вот про АГИ, математически то, что происходит у нас, вот в серых нейронах, оно идентично алгоритмически тому, что происходит в модели. Только у нас в голове гораздо больше связей между разными вот этими отдельными нейронами, причем на порядки, не в 3 раза, а там, не знаю, в 3000. И у нас, при этом алгоритм этот в нашей голове, ну, в общем, идет, ну, пока еще немножко более сложным в очень разных нюансах. Вот. Но, я думал, что к АГИ мы, ну, крайне близки. Изучить передовые технологии. Вот здесь, пожалуйста, приходите на следующий этап или прямо на курс, потому что их сейчас достаточно много, возникают и появляются. Реальная статистика ускорения разработки в реальных компаниях. Здесь у меня есть противоречивая информация. Я изучал разные отчеты за 25 год, начало 25-го, за конец 25-го, они противоречат друг другу. Существует еще такое интересное явление, вот это вот сопротивление и саботаж внедрению AI. И вот чем больше компания, тем этого обычно больше. Поэтому от замедления на AI там, десятки процентов, там типа 20-25, до ускорения. При этом ускорение тоже неравномерное. На некоторых задачах ускорение достаточно большое, может быть, в разы, потому что ну, они такие прямолинейные. А на других задачах ускорение, там, не знаю, минимальное. Вот. Слишком еще мало набрало человечество опыта, чтобы об этом говорить. Об этом и, кроме того, очень сильно зашумленная область. Любая компания, особенно которая публичные акции торгуются, она рассказывает максимум, что у нас вот... Если раньше был когда-то блокчейн, и вот все там блокчейн, и сразу же вот вам деньги, то теперь AI, и вот вам деньги. И поэтому очень немногие компании рассказывают об этом настоящую правду. А, вот, что это и как у них происходит. Здесь то, что можно услышать, это опыт просто коллег-инженеров, как оно вот у них на самом деле по опыту, собственно, поэтому я и прошу вас и делиться, задавать вопросы. Дмитрий, пожалуйста, я вас слушаю. Да, спасибо, ребята. Интересно. Спасибо за презентацию. Это мой вопрос. Я бы вот хотел, пользуясь случаем, чтобы, может быть, в чат написали люди, которые собирали метрики о своем опыте ускорения. И, может быть, еще в дополнение вопрос.
действительно вот среди знакомых, да, кто делится опытом, я примерно такую же статистику имею о замедлении до ускорения там кратную, но хотелось бы вот понять из доступного, да, вот нам информационного поля, у кого какие цифры не по ощущениям, потому что ощущения подводят как будто бы. Спасибо. Ну, ребята, прошу, это будет полезно всем. Поделитесь, пожалуйста. Ну, окей. Возможно, этот вопрос также волнует всех, и, возможно, да. То есть сложно мерить. Внедрение AI, скорее всего, меняет процессы. Там вот интересная дискуссия в чате. Пожалуйста, ее продолжайте. Мы будем по своей программе есть продолжать. А, Пока ответа в чате нет, но вдруг у кого-то есть. В общем, будет очень круто. Вот. Я кратко это зачитаю. 2 риска. Это, 1 накопление ошибки. Раз. И второе, что просто ошибки в спеках и коде на этапе продакшена обнаруживаются, все рунит всю идею. Людям надо перестроить свой mindset, и совершенно непонятно, какой реальный adoption. Выглядит так, что на рынке куча шарлатанов. Да, надеюсь, мы не одни из них. С уверенным видом выдающий нейросвоп. Ну, у нас точно не нейросвоп. Потому что я скорее тут скептик. Да. Значит, я, наверное, постараюсь отвечать быстро, и я отвечу, наверное, тем, что, видимо, сказал бы Сергей. То, что нужно использовать правильные инструменты AI-инженерии для правильных кейсов. И для некоторых инструментов это просто кожаная голова, а для некоторых это правильные скиллы, правильные процессы и правильная реализация. Мне очень понравилось то, что написал кто-то в чате про организацию. Это проектирование организации как над-системы, где агенты — это роли функций. И у каждый агент строго ограничен. И это реально смена майндсета и смена, ну, вот вообще деятельности. Сергей, я угадал тебя? Да. Прекрасно. Я стараюсь идти быстро, вопросов много, темы интересные. Пишите, пожалуйста, в чате. Я пытаюсь отслеживать еще из чата. Так. Я потом еще, похоже, отдельно прочитаю чат, потому что там много прикольного. Особенности применения принципа безопасной разработки. Да, существует. Это безопасность по данным, это безопасность по деньгам. Ну, и это, собственно, безопасность по самой задаче. Это вот human in the loop до агентов, которые валидируют. Это 3 уровня совершенно разной безопасности. Есть еще такая там, это термин, экономика токенов. Сколько на обработку там одного запроса пользователя я потрачу токенов в деньгах, чтобы этот запрос был экономически выгоден мне как бизнесу. Вот. Подобные вещи мы будем касаться на следующем этапе и в рамках нашего курса. Какие провайдеры вы используете? Более-менее все написали еще в начале. Методы параллельной работы агентов сталкивались ли с комплайенсом, ограничениями при AI, enable development со стороны моделей. Ну вот интересный вопрос. Напишите, пожалуйста, в чате, если кто-то с compliance вещами сталкивался. Использование DeepSeek как дешевой роли в отдельных местах. Возможно, то есть я тут скорее этот вопрос перенаправляю нашим слушателям. Может быть, у кого-то уже есть experience, или ты, Сергей, если вот именно про DeepSeek есть что сказать. Не, про DeepSeek нет. Ну, в целом про локальные модели, есть опыт, да, разворачивания на там локальных моделек, для каких-то небольших задач, которые там касаются, не знаю, обработки почты, еще чего-то, то есть уже способностей небольшими модельками. То есть не обязательно всегда подключать топовые модели, да, и тратить как бы больше денег и прочего на небольшие там анализы, которые был опыт работы с обработкой дифов, то есть с локальной моделькой, но это был не DeepSeek, это квеновские модельки, но это были такие экспериментальные штуки. У нас в компании разрешен курсор, поэтому большинство на нем делаю и Claude Code. А с точки зрения моделек, стоит под каждую задачу выбирать модельку, экспериментировать, потому что есть задачи, например, с которыми Claude Code справляется, а Gemini, даже последний, который вышел 3.1, не справляется. То есть
Да-да. по причине, что у него нету либо там вызова сабагентов. Вот. Несмотря на то, что у него контекст больше, он не справляется с такой задачей, с которой код справляется из-за того, что у него а, обвязка вокруг этого всего лучше. Поэтому, ну, М. надо М. экспериментировать. По написанию документации тоже, то есть, ну, мне Да. Я так понимаю, что сейчас про большинство вещей, которые стоят в AI, и про процессы, и про инструменты, и про все на свете, надо экспериментировать, потому что, ну, компании себя хвалят, чтобы у них, там акции, чтобы, в общем, у них все было хорошо. А как оно на самом деле, не очень понятно. Значит, про безопасность, я вот вижу, Иван интересуется. Это так, чтобы не потратить слишком много денег, раз. Это так, чтобы не на токены. Это так, чтобы не отдать, персональную информацию вовне из системы. Это тоже безопасность. И, собственно, безопасность, которая граничит с качеством, это так, чтобы наше решение чего-то совсем сильно не запороли. Вернее, не наше решение, а решение модели. Чтобы их там или в процессе или там создания кода, или в процессе обработки какого-то запроса пользователя, обработки данных. Да, Иван, пожалуйста. Я слушаю. Не слышно. Видимо, что-то с микрофоном. А, о, а, э, окей, пока нет вопросов. Прекрасно. Чё-то надо. Бедных нет вопросов. Все, что касается RAG и прочего. Ну вот будет лив-демо про разработку кода, который разрабатывает код на метапе, и на нашем курсе будет более подробно. Золотой стандарт по оценке выхлопа, контроль периметра в виде фронтов, валидацию всего лишь внешние костыли, которые нам дают детерминизм. А, Сергей, есть, тут мнение какое-то? А, М, я знаю, что, ну, люди пытаются найти какие-то универсальные метрики, да, то есть, детерминированное, недетерминированное. Вот, ну, универсальных ну, к сожалению, универсальных никаких метрик нет, потому что сама суть как бы LLM, что она генеративная, то есть, теряет, Мгм. куча бенчмарков, да, за которыми можно смотреть, но все они, а, субъективны, короче, поэтому Это метрик. немножко разное. У меня, такое же мнение, то, что есть разные задачи. Возможно, на задачах какого-то типа можно их сравнивать, да. Ну, на задачах в общем, ну, как бы один сильнее тут, другой тут, и все. Как мне делать приложение на ИИ? Ну, наверно, а, использовать все то, что мы сейчас рассказали. Вот. Слишком долгий ответ. Ну, вот на курсе будет абсолютно точно ответ. На мероприятии 17 числа на метапе тоже будет, ну, как бы частичный ответ. Как воткнуть AI в процесс, чтобы продуктивность выросла на 40%? Очень желательно не снимать во мне базу кода, за этим стоит юрист. Насколько опасно разрешать? Вот, мне кажется, сюда очень сильно касается тот рассказ, который я про а, то, что процесс должен быть зрелым. И как раньше нужно было там 2 года автоматизировать его, так теперь нужно 2 года автоматизированный процесс улучшать с помощью AI. И тогда, может быть, возникнут те самые 40% вот после этих инвестиций. И без, ну, собственно, без этих инвестиций вот так вот на раз-два это не получится. И более того, в этой области сейчас пока только, ну, какие-то относительно разумные эксперименты происходят. То есть, ну, на самом деле, вот прямой ответ, как воткнуть процесс так, ну, втыкать долго и упорно, экспериментировать и понимать, как наш процесс может быть улучшен. Перепридумать его заново на основе AI и инструментов. Вот так. Как бороться с сопротивлением по AI adoption? Очень сложный вопрос, потому что, ну, сотрудники, особенно чем больше компания, тем больше этого сопротивления, насколько мне известно, они не будут делать то, что делает их ненужными. И это на любом уровне, от менеджера какого-то высокого до там самого низкоуровневого, там, кого бы то ни было. Нужно показывать людям, что компания как-то заботится о них и даже и не будет их увольнять, если они начнут использовать
Это только через культуру и мотивацию. Тут, я бы сказал, что это out of scope. То есть это не про технологии на самом деле, это про работу с людьми. Вот. Подробнее про рак. Мы не подробно сегодня рассказывали про рак, и с 17-го тоже не будем, подробно будем на курсе. Куда мы по итогу придем, никто не знает. Давайте экспериментировать. Ответ сегодня универсальный. Давайте экспериментировать. Вот. У нас есть факторы, у нас продолжают улучшаться модели. А вот кто-то в чате писал, что вот в январе то, что вышло, оно там вообще на голову лучше, и можно уже забывать про то, что было раньше, про те ограничения. Но рано или поздно алгоритмический потолок, он есть. Где он будет? А, увидим. Когда он достигнут будет, мы не знаем. Есть несколько чисто финансовых вещей, то, что я читал, это неверифицированная информация, что на $100 токенов приходится $1000 или около того энергии. Это раз. Второе. Тот же самый OpenAI, в него проинвестированы сотня или даже уже 200 миллиардов. А приносит он не знаю, десятки или там какие-то сотни миллионов. Это разница в 3 порядка, кажется. Действительно ли это финансово разумная история, и как вообще этот механизм будет дальше развиваться, я думаю, вот этих финансов тоже будет много чего зависеть. То, что очевидно, то, что теперь инженеру нужно знать гораздо больше, чем раньше. Не только все, что раньше, но еще и как работает CI, и понимание какого-то конкретного домена, и понимание процесса. Сергей, я думаю, у тебя тоже есть интересные мысли по этому поводу. Я за этим наблюдаю как типа, что разработчики, да, условно, они становятся такими менеджерами агентов. Вот. Продукт-менеджеров много становится, которые становятся full-stack-билдерами. То есть это я по себе могу сказать, что у меня раньше единственное звено, которого не хватало, это вот генерация как раз-таки кода, да, которая закрыла возможность строить какие-то продукты в одного. Вот будут появляться корпорации, там, корпорации, ладно, но компании из одного, двух, трех человек. Вот. Все это меняется, и стоимость софта стремится к нулю. Вот стоимость разработки будет стремиться к нулю, и бренд компании, какие-то, а, не знаю, конкурентные преимущества, данные, которые есть у компании, будут становиться ключевым фактором. Вот. Короче, такое какое-то у меня видение, куда все двигается. Ясно. Стремиться к нулю уменьшается, я бы сказал. Я тут консервативнее, чем ты. Окей, мы будем видеть, потому что у меня слишком большой бэкграунд, который я слишком ценю, чтобы как вот Брод сказать, стремиться к нулю. Вот, а Сергей на это смотрит более незашоренно, без вот этого багажа, который я там годами, десятилетиями приобретал, а теперь тут, понимаешь, пришел ДТА и все. Обидно, слушайте. Вот. Окей, двигаемся дальше. Где границы использования агентов и как договариваться с ИБ? Вот ИБ, что я вот знаю, СБ что такое, а вот ИБ это непонятно. Э, инфраструктура, интернет. Там, Безопасно. понятно, что это безопасность. Просто инфобез, я понял. Иван, если у вас микрофон окей, то пожалуйста. Слышно меня теперь? Да, слышно. Это в контексте вот вопрос про ИБ. Я больше задавал вопрос. Ага. Так, что-то вот слышно, 5 секунд не слышно, 2 слышно. Что-то связь очень плохо. Дело в том, что в чате так много, что я прямо не это. Ну, был до этого вопрос про тоже, как бороться с безопасниками, да, то есть у меня комментарий такой, что надо договариваться, да, то есть, потому что вот это вот скрывание того, что инженеры, неважно, разработчики делают, когда им безопасники просто не разрешают, то есть это уходит в такое понятие, как shadow AI, когда там сливаются данные, да, которые не должны сливаться. Договариваться всего там минимум 2 способа есть. Использование — это open source моделек, да, и разворачивание своей инфраструктуры. Вариант дорогой, сложный, но возможный. И говорят, что тоже не проверял, не знаю, но
комьюнити пишут, что использование там enterprise версии по API тоже, да, то есть корпорации, вот, они говорят, что по контрактам там написано, что они не обучаются на ваших данных, и как будто бы некоторые компании могут тоже на такое пойти. Но верить им Верим или нет, да, потому что сколько там было всяких битв, когда там данные какие-то приватные, на которых все равно обучались и там и гугловые модели, и OpenAI, ну, тоже как бы мы могли верить, но на самом деле это не так. Еще там, да, эта история с Пентагоном, кто-то в чате написал, тоже абсолютно кто знает, да. Тут пока что выглядит гарантированная история, когда мы ставим какую-то свою модель on-premise на свои сервера и закрываем ее от всех, кроме нас, и сами ее контролируем. Но здесь это дорого, это очень дорого и по ресурсам, и по организационным ресурсам, и по компетентностным, ну и по железным. В каком обозримом будущем покрытие кода теста можно полностью переложить на бота. Ну, все равно ж надо будет ревьюить, так что совсем полностью так нет. Сергей, как ты считаешь? Да, любой этап, то есть, должен ревьюиться, что разработчики должны свой код ревьюить вместе с агентом, желательно это все разрабатывать и дотачивать, и отдавать уже на следующий этап. Также и тесты, даже несмотря что написание тестов, юнит-тестов, end-to-end тестов, да, фронтовых, то есть будет писаться агентами, все равно будет человек на каждом этапе ответственный. И в целом в некоторых компаниях это уже происходит, то есть, как вот говорили до этого, там, не знаю, из таких известных, там, Stripe тоже, там, они говорят, что у них все с самого начала до самого конца автоматизировано, и только человек. Вот, это уже возможно делать, вот, но тоже зависит от компании, от продукта, от рисков, которые готовы или не готовы люди на себя взять. Технически это уже можно делать. А, а, да. Спасибо, Сергей, я совершенно согласен на этот раз. Технически, да. Интересно послушать со стороны QA. Я хочу сказать, что QA, может быть, я сейчас буду это снобизм разработчика демонстрировать, да, что QA достаточно, там техника проще, чем, ну, в самой системе. Обычно, не всегда. И А, и документация QA, ну, многие процессы QA, и написание кода QA, и запуски там пайплайнов, они очень хорошо подвергаются а, вот AI-изации. И вот по опыту разных компаний это вот те вещи, где можно получить достаточно большой выхлоп. Вот, идем дальше. Каким образом осуществляется порог 0,7? Является ли это хорошо, когда выгодно использовать графы? Для сегодняшнего это слишком специфичный вопрос. А, Насколько графовая база нужна среднему бизнесу сегодня? Является ли это больше маркетингом? Сложно сказать, что сейчас не является маркетингом, а, RAG, а потом еще и Сергей, может быть, ты скажешь, у тебя есть четкое мнение, потому что у меня мысли расползаются. Не, ну, смысл от рага как бы есть, да, то есть нюанс, что он дороже намного, и поддержка его дороже. Даже обычный раг, чтобы поддерживать, в системе, где данные постоянно меняются, это надо данные обновлять в раге, да, то есть заново имбедить, тратить деньги, стоимость перегенерации, то есть в графовой базе еще дороже, да, то есть там, не знаю, пример такой вот, с которым делились со мной, там, загрузить около там десятка каких-то бизнес-книг в графовую базу стоит $40, да, то есть это реальный пример, которым поделились. То есть представьте, на большом объеме там данных, документации, кода и прочего, типа это дорого раз. Но суть в этом есть, потому что контекст, который получает агент из графовой базы, то есть он в себе имеет не просто кусок какой-то кода, да, там функциональный, не знаю, бизнес какой-то, описание ну, чего-то, а он имеет связи, да, то есть что произойдет, если я поменяю этот, там, не знаю, класс, что произойдет с другой какой-то системой, да, все зависимости как раз-таки строятся через графы, вот. Но не во всех проектах это имеет смысл, то есть большинство вещей покрывается и обычным рагом, и не все сейчас рагом пользуются с моментом, когда появились агенты, да, если говорим про обычную разработку. Раги — это больше про саппорт, про использование доп. Контекста для чего-то там. Ну, то есть в разработке я не часто встречаю, что рагами пользуются. Больше какие-то другие кейсы.
Спасибо, Сергей. Иван, пожалуйста, вам слово. Приветствую еще раз. Я надеюсь, сейчас звука нормально, меня слышно? Да, слышно. Все, супер. Парни, я хочу вернуться. Вот вопрос, там, два вопроса было в контексте eBay и Фабеза. И там, чтобы поделиться опытом, либо вы, либо, может быть, у кого-то из ребят есть похоже. Смотрите, суть в чем? Три направления, я коротко, быстро. То есть это MLSecOps, DevSecOps и Application безопасность. То есть самое простое и понятное при использовании и агента. Стандартный пайплайн, вся есть идея, как правило, включается инструменты SaaS to Dust, да, на проверку там на уязвимости, на supply chain, цепочки поставок, библиотеки и так далее. Если мы имеем с помощью агентов кратное ускорение скорости генерации кода, то тогда вот это звено, они там, не знаю, по-разному во всех компаниях называют security чемпион, то есть люди, кто верифицирует там код на безопасность, на них, мне кажется, будет падать какая-то бешеная загрузка. Вот. И здесь тоже нужны какие-то инструменты для автоматизации, возможно, привлечения там, специфических агентов либо моделей. Это одна история. Вторая, то, что касается DevSecOps, это все, что там связано с деплоем и развертыванием. Когда мы отдаем это на уровень модели, допустим, да, и нам нужно, чтобы у нас там не утекали секреты, чтобы у нас в кодовой базе не оставались какие-то ключи и так далее. И третий вопрос, ну тоже они все масштабные по поводу MLSecOps, как пример. Есть организации достаточно крупные в России, которые не могут себе позволить юзать зарубежные модели по разным причинам, да, и мы выбираем какую-то модельку из open source. Мы ее разворачиваем, там, выкатываем в прод, но при этом зачастую никто, там, в 99, да, даже в 100% случаев не смотрит модели под капот и не занимается такими вопросами, как, возможно, prompt injecting и прочие вещи. То есть, что под капотом модели, как она работает, она выполняет свою функцию. А вот в плане безопасности почти все и всегда закрывают на это глаза, либо не придают каких-то значений там. Спасибо. Сергей, мы можем ответить на этот вопрос. В вопросе чувствуется очень много боли, как будто это... Ну, я с таким, честно, не сталкивался, да, то есть я работаю в компании, где тьфу-тьфу-тьфу, нету таких отделов безопасности, да, более того, у нас открытые возможности, да, по использованию там условного курсора или используем там, убираем какие-то персональные данные и в Cloud-коде гоняем какие-то вещи, то есть, ну, я не могу ответить. Из комьюнити слышно, что вся вот эта вот история про закрытый контур, да, в российских компаниях, вот этот вот закон по персональным данным, плюс в Европе немножко вот этот GDPR, там как бы все идет в сторону локальных моделек. Вот. Все, что могу как бы сказать. Вот. Нечем дополнить. Сейчас я себе прямо помечу, мы не можем ответить на этот вопрос вообще никак, потому что там глубоко в нем чувствуется опыт, и мы не можем своим опытом его добавить. А, Поэтому давайте сделаем так. Я этот вопрос себе отдельно отметил, и я попробую сделать исследование среди, в общем, знакомых сообщества, выпускников и всех остальных, и мы что-нибудь попробуем по этому поводу сформулировать и придумать. Вот это точно не будет быстро, но, собственно, задача Hard Skills как раз обмен экспертизой. И, возможно, через какое-то время что-то разумное мы скажем. Но, к сожалению, я почти уверен, что сейчас будет ответ уровня, ну, экспериментируем мы вот так, а мы вот так. И что будет, мы еще только начали. Вот. Как измерять эффективность разработчика при условии, что он создает код с помощью AI-агентов? Очень интересно. По количеству бизнес-фичей и по тому, насколько чем меньше пишет кода и тем больше решает фичей, тем лучше. Сергей? Ну да, то есть time to market, да, основной как бы становится основная метрика вместо количества написанного кода. И есть такое еще метрика качества, да, на этапе тестирования. То есть в каком качестве фичи, написанные AI, поступают отделу тестирования, да, то есть вот. И если эта метрика не ухудшается, а стабильно либо уменьшается количество багов, то как бы это тоже за этим следят. Вот. Ну, Да? слышал такое. Качество кода как контролировать и архитектурных решений в условиях, когда код генерируется в разы больше. Во-первых, генерировать меньше кода, больше думать, собственно, головой, а не с помощью, а не через LLM.
Это реальный совет, вот из тех компаний, больших компаний, которые успешно внедрили. Код должен быть очень хорошо, и, собственно, к нему требования возрастают, потому что слишком просто его генерить. Его надо пропускать через большее количество гейтов. Вот. И минимальный уровень разработчика, чтобы он мог уверенно использовать генерацию кода и контролировать его качество. Это тот же самый хороший опытный сеньор, минимальный. Это тот, который понимает архитектуру, фреймворки, которые используются в процессе, то есть стэк, понимает домен и требования, вот, постановку. Плюс он понимает особенности разных LLM при генерации разных инструментов, которые используются, включая всевозможные там харнесы, скиллы, в общем, подходы, которые существуют в генерации. Это вот, то есть сейчас формулируются, новые требования к разработчику. Кроме там алгоритмы, там структуры данных, тра-ля-ля, распределенные системы, архитектуры, шаблоны проектирования. Это понимание AI и, инструментария, это понимание домена и понимание процесса более сильное, чем раньше. Вот. Я слишком, осторожен, чтобы это говорить, чтобы это сейчас минимальные требования, движение в ту сторону очень четкое и очень яркое. Сергей, ты Да. считаешь? Да, я считаю, хотел добавить про системное мышление. Одно из важных, то есть, вот когда все меняется, да, то есть вовремя оценить, что происходит, что такое скиллы, вот, как работать, с контекстом очень важно. То есть без этого сейчас, это точно будет скилл, которым нужно владеть, потому что без этого очень высок шанс, зафакапить то, чем занимаешься. Вот. И хотел про домен сказать. Вот домен как раз-таки, он сейчас немножко уходит вниз, да, за счет ресерчей, да, тех же самых. То есть при грамотном подходе, то в системном подходе к ресерчам можно изучить очень... Да, ты не будешь там равняться на людей, которые в этом домене 10 лет проработали, но ты будешь точно выше среднего, да, потому что среднее тебе дает сама LLM по какому-то домену. За счет ресерчей ты усиливаешься там до какого-то процента, не знаю. То есть у меня, например, получилось быстро разобраться в каких-то там продуктах, доменах, в которых я не был силен, с помощью ресерчей очень быстро. То есть если это вложить еще больше чуть-чуть времени, то домен становится не самым важным, короче. Спасибо, Сергей. Мы только на середине наших вопросов. Нет, чуть больше, чем на середине. Мы дойдем до конца, хотя мы уже тут это больше, чем заявленное время, тем не менее, поскольку нас пока еще слушают, и не все устали. Как жить, если агентов клауд запретили безопасники? Делать агенты на своих серверах, если это возможно, договариваться с безопасниками, объяснять им и убеждать, и, возможно, образовывать, и находить себе тут поддержку в менеджменте, потому что безопасникам только дай все позапрещать, это их любимое вообще занятие. Вот. И тут, вот как Сергей уже говорил, только пытаться договариваться и их образовывать, что вот здесь вот так, там, в общем, нет шансов, чтобы с этим случилось что-то плохое. Вот. Если GNI опыт переноса горы хранимок, гора хранимок СБД, это всегда был жесточайший геморрой. Наверняка там достаточно много бизнес-логики, смотря куда, конечно, переносить, опыта нет. Может быть, у кого-то есть опыт похожий. Я думаю, это опыт похожий из миграции из принципиально разных каких-то форматов, не знаю, концепций, с десктопного приложения на мобильный или что-нибудь в таком духе. Вот. Если у кого-то есть, пожалуйста, напишите. Это, пока еще это довольно специфичная история. Уровни зрелости, разработки, внедрения и правила внедрения с ИИ выделяете. Правила, сроки. Нет еще у индустрии такого вообще усредненного вот этого. Точно нет. Какие инструментарии подходят, применимы для каждого уровня? Сколько уровней нет, ответа пока не будет. Наиболее оптимальный уровень для продукта, проекта, процесса, кем вы запланируете организовать внедрение. Очень хорошие организационные вопросы.
пока что, ну, скажу громкое слово, у человечества нет такого опыта, который можно вот собрать, обобщить и сделать. Можно логически рассуждать, можно спекулировать, но еще нет. Как шаблоны проектирования уже там набиты, вот, то шаблонов по вот этому еще не набиты. Вот. Здесь, ну вот, грамотные, четкие процессы, которые должны быть со стороны менеджмента, это понятно. Но какие добавки к этим требованиям грамотности и четкости со стороны AI, пока можно только там с умным видом делать эти, как это, обоснованные предположения. Интересно ознакомить технологии разработки, тип продуктов в текущих условиях, какие основные понты, с нами обладаешь сильными скиллами в кодинге. Сергей, это вопрос чисто для тебя. Так, блядь, еще прочитаю. Интересно. Ага. Инсталловые поинты, обладаешь сильными скиллами в кодинге. Ну, тут вопрос, какими другими скиллами человек обладает, потому что если человек вообще в разработке не знаком, то, ну, надо, к сожалению, ну, и сейчас, когда дают возможность быстро это все изучить, да, то есть любой поинт берешь и с помощью там ноутбука Лэма, да, например, можно изучать очень много и персонализировано, да, под тебя, вот. Но если поинты сам не обладаешь сильными, не знаю, то есть поинт создания требований, то есть понимание, во-первых, поинт должен быть, что ты делаешь, для чего, да, для себя или там ты делаешь продукт для кастомеров, да, для потребителей. Если для потребителя, перед тем, как делать, надо, если продукт-менеджерски говорить, да, проработать боль, сделать интервьюшка и прочее, да, что тоже, кстати, Ишка помогает делать. Вот. Но если речь про создание самого продукта, то создание дизайна. То есть есть, например, такие скиллы удобные, да, которые помогают тебе создавать дизайн, имплементейшн планы, делать это все, проверять. Просто практика, пробовать разные фреймворки, подходы. То есть есть более сложные там spec-driven дизайн подходы всякие, когда у тебя там есть роудмапы, делятся на фичи, каждая фича прорабатывается. То есть разные подходы. Вот, в Cloud-коде свои, если брать какие-то IDE-шки, курсор, у него чуть-чуть по-другому там рулы настраиваются, но везде суть одна и та же. Сергей, извини, пожалуйста, я в целях экономии времени, да, потому что у нас еще там, не знаю, минимум десяток вопросов. Значит, потому что ты начал перечислять все то, что обобщается словом, ну, изучаете и понимаете и Software Development Lifecycle, и инструментарий AI, и, в общем, вот это вот все. И ты это просто начал перечислять по пунктам. Сори, что я тебя прервал. Давайте попробуем закончить хотя бы еще минут за 20. Вот. Потому что и запись будет очень длинная. Я вижу, что некоторые ребята просто уходят, потому что уже нет времени. А, Иван, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос. Да, Паш, спасибо. Я выше там в чате написал, наверное, полчаса или там 40 назад. Такой новый майндсет, да, который сейчас пока еще не очень публичен, но он в узких и не очень узких кругах уже там всплывает в разных вариациях. Это про поводу того, что мы с учетом перехода на агентную и мультиагентную систему, за счет того, что у нас технологии самих нейронок, они там имеют сейчас какой-то взрывной рост, и я считаю, что технология уже готова для вот какого-то такого бурста, да, вот именно в этот год, там, 26-27. И мы плавно переходим к тому, что в какой-то момент мы будем заниматься, ну, То ли связь, то ли микрофон. Не слышно. Сори. Мимо. Ай-яй-яй, очень жалко. Что-то интересное говорили. Да, вот сейчас вроде слышно. Опять не слышно. Вот что-то испортилось. Видимо, это там что-то со связью. Вот, а вот сейчас слышно. А потом да. Паш, я по поводу вопроса, и точнее не вопроса, опять не слышно. Ай-яй, очень жалко. Ладно, ну что ж, давайте будем двигаться дальше. Что сейчас для фуллстека важно, чтобы не остаться в индустрии? Ну, само собой, а,
и инструменты, и подходы, и уже известные шаблоны, которые есть в AI-разработке, в агентной разработке, применять, изучать и использовать постоянно. Что через 3 шага? Ну, достаточно спекулятивный вопрос, вернее, ответ был бы спекулятивным. Мы не знаем. Мы будем посмотреть. Вот. А, то есть слишком еще 2 года — это очень большой срок. Вот только что Иван говорил, что за 26-27 год может быть еще серьезный прорыв. Куда уж там дальше прорываться, еще там есть возможность. Как изменится роль customer support и аналитиков с внедрением AI? Спасибо. Интересный вопрос. Сергей, может быть, у тебя есть мнение, поскольку ты, возможно, чуть ближе к кастомерам, чем я, да, и Ну, на из проекте. из громких кейсов, что там такие компании большие, там, как Salesforce, да, они посрезали customer support свой на не помню сколько процентов. То есть, ну, базово обработка первой линии, там, маршрутизация кейсов, то есть, ну, это уже покрывается яишкой. Вот, то есть эскалация, например, да, автоматизируется, то есть вот эти цепочки эскалации, то есть и яишка отслеживает вот эти моменты, когда кейс должен а, быстрее решаться, то есть на определенный отдел, то есть тоже покрывается. Вот человек все равно остается, ну, важной частью в саппорте, как бы, вот, несмотря на эту автоматизацию, потому что замена людей пробуют, делают их полностью, да, но как бы проваливается. Все равно в какой-то момент роутинг идет на человека, но большое вот. У аналитиков а, по аналитике появилось много возможностей у людей, которые не работали с аналитикой, во-первых, да, то есть я, в частности, один из таких, то есть за счет того, что с яишкой на простом языке с агентами можно общаться, и у агентов есть доступ, нам, условно, к SQL-базе какой-то, либо даже к Big Data какой-то, не знаю, Google BigQuery, да, при грамотном подходе ты можешь доставать очень много инсайтов и без аналитиков вообще. А до этого, чтобы тебе это делать, тебе надо уметь строить дашборды или иметь аналитика на борту. Вот для самих аналитиков меняется парадигма в сторону М, то есть от подготовки самих отчетов, как это было раньше, да, надо было копаться руками в аналитике, да, сами аналитики при изучении AI-инструментов способны строить, ну, такие, типа, дашборды, да, самостоятельно, да, то есть персонализированные под какие-то отделы, персонализированные под каких-то людей, то есть вместо того, чтобы пользоваться стандартными дашбордами и копаться в данных, переходят как бы в формирование витрин данных, как так называют. Вот. Ну, не знаю, как так. Окей, спасибо, Сергей. Так, слушайте, хорошо, этот вопрос у нас не отнимает время. Какие перспективы хайлот бэкэнд разработки? Ну, хайлот обычно технически сложная вещь, и эти технически сложные вещи не так уж легко даются агентам. Поэтому перспективы пока остаются. Что будет через год, полтора-два, когда там будет, возможно, очередной прорыв, мы не знаем. Вот. Безусловно, использовать вот эти вот подходы AI-разработки абсолютно необходимо и там, потому что там тоже есть свои тесты, да, и там есть свои особенности. Просто это поглубже в технику, чем, ну, условно, трехуровневая архитектура веб-приложения. Какие типичные ошибки при переходе к AI, индивидуальные на уровне компании? К AI Development SDLC. Ну, первая типичная ошибка — это когда у нас этот процесс не выстроен. Очень много раз видел, как ребята пытаются: «А давайте тут AI, и тут вокруг, давайте мы тоже все использовать». Если нету порядка, нету четкости, то AI только ухудшит. Это, не знаю, наверное, вот из моего видения, ну, буквально там 70% всего. Вот. А, Сергей, может быть, ты что-то добавишь? Ну, если говорить про ошибки разработчиков типичные, да, то есть это слепой, да, такой вайп-кодинг, делегирование архитектуры, яишки, то есть таких ошибок очень много, да, вот. Вот, пропускание режима планирования, то есть при построении чего-то, да, сразу идти в бой в кодинг, условно, да, пропуская этот режим планирования, тоже ошибка. Вот,
Ошибкой, можно сказать, вот этот процесс перекидывания ответственности на кого-то там, на следующий отдел, условно, на тестировщиков. То есть это вообще неправильный подход. Это часто просто в комьюнити тоже встречается, пишется, что пренебрегают этим процессом ревью, ручным ревью, и даже яичным ревью, и пилят большое количество фич и с большой нагрузкой на отдел тестирования. Вот. Ну и есть ошибки на уровне компании. Это а, не знаю, то есть спускание яички сверху, да, то есть за счет его KPI для какого-то менеджмента. Год назад они кричали просто нам надо и не разбираясь. Сейчас они готовы платить 20-100, даже $200 за подписки, лишь бы уже какие-то результаты показывать. Вот, когда команда не готова, это одна из самых важных таких штук, сложных, адаптация. Вот. Есть даже компании, которые выделяют деньги на всякие воркшопы, хакатоны. Вот лично один раз участвовал в таком хакатоне в виде ментора, где компания известная выделила деньги, но не освободила ребят от рутины, забыла освободить. И на этот хакатон ребята даже не смогли прийти за счет загрузки. А те, кто пришли, не смогли полностью отдаться, да. То есть, несмотря на то, что проекты на хакатоне были классные, да, вот даже цепляющие и, ну, типа, за один день ребята за 2 дня они сделали хорошие проекты. Все, они в своей рутине. То есть, ну, ошибок со стороны компании тоже очень много, но они касаются процессов и неравномерного такого внедрения AI на разных этапах поддержки этого. Везде есть ошибки. И со стороны снизу, и сверху, и должна быть системность какая-то. Спасибо, Сергей. Как отличать агентов от legacy проектов, которые запутанные, старые и так далее, и так далее? Интересно, что... Ой, что там в чатике происходит? Так, подписывай. Так, окей, хорошо. Как отличать агентов? А, Сергей, может быть, ты расскажешь про особенности, связанные с legacy? Ну, по Legacy есть подходы, когда до того, как ты когда-то начинаешь подключать проекты реальные проекты к кодинговым агентам, надо сначала не пренебрегать подхода аудита, да, его называют. То есть тебе надо пройти сначала такой этап аудита, сканирования всего кода и индекса его, да, то есть создание специальных таких индексов. Это не обязательно, это векторная база, да, куда надо все сложить. Это хотя бы базовая какая-то прогонка по файлам, по тому, что в этих файлах есть, и чтобы агент, в будущем, работая с ними, увидел какие-то хотя бы зависимости, да, что может сломаться, да. Плюс в самом коде добавление комментариев, да, то есть слышал, что это помогает очень сильно агенту работать, взаимодействовать с этим кодом. А, Рядом с кодом пишется документация, да, то есть уже по существующему проекту, коду сначала фокус на документации этого всего, потом уже приступает к работе, там, доработки и пролом, ну, и внедрению новых фич. Вот. Есть продукты, которые, не знаю, уже 1,5-2 года пилятся только для того, чтобы большие legacy-проекты подключать к агентам. Коды Live там один из таких на слуху. Вот смотрел вебинар ребят, где у них там много этапов векторизация самого кода, векторизация архитектуры. Все это связано, взаимосвязано, чтобы, ну, большие legacy-проекты подключаются, работать с ними. Сложная тема. Вот. Все зависит от объема проекта. Но точно не подключиться и сразу что-то разрабатывать — это факт. Спасибо. Как внедрить ИИ в преподавание разработки приложений? Ответ очень простой. Этого автора я прошу написать мне в LinkedIn или в Telegram, чтобы мы пообщались. Интересная тема. Так заменит или не заменит? Э, И да, и нет. Кого-то заменит, кто не использует, кого-то обогатит и сделает более эффективным. Как найти работу сеньору? Сейчас найм — это подбор ключиков. Работодатели и рекрутеры пытаются подобрать ключики к тем, кто им присылает автоматизированные эти заполнять, в общем, резюме. А сеньоры в общем, пытаются найти ключик к работодателю. Что же ему такое, послать, как через этот процесс пройти? И найм настолько сейчас жестоко поломан, что, наверное, наилучший способ — это иметь множество каких-то знакомых, быть в сообществе и находить через тех людей, которые могут вас порекомендовать. Потому что то, что происходит с наймом, причем во всем мире, это просто жестокая жесть. Стоит ли поднимать локальную аишку и скармливать ей код своего приложения?
Я думаю, что нет. Это в общем случае излишнее. Сергей сейчас очень хорошо рассказал про движение для, развития AI для legacy систем. Вот. Судя по формулировке вопроса, наверное, пока достаточно пользоваться только вот тем, что доступно онлайн. А, Сергей, да? Ну да, тут сложно как бы даже не с локальными яишками, да, в этом плане, а с локальными еще тяжелее, потому что, способности локальных, моделек намного меньше, и, соответственно, с меньшим контекстом они могут работать, с меньшим результатом, медленнее, то есть тут еще жестче подход, поэтому. Мгм. Окей. Какая сетка? Для кода это, разумеется, сетки от Anthropic. Gemini для меня больше для гуманитарных задач. А, это, наверное, у кого как. Это отдельная история. Давайте сюда не будем это самое. Значит, если рассматривать агентов, качать гибридные команды, с помощью каких инструментов ставить сравнительным текстом для всей команды. Прекрасный вопрос про устраивание нового software development lifecycle. Наверное, это все инструменты, которые только есть, потому что этот контекст распространяется и сверху, возникает на каждом этапе цикла, и это и в том числе скиллы, и документация, и раги, и, в общем, все инструменты. Сергей, может быть, ты скажешь что-то более конкретное? Ну, в контексте работы с агентами мне нравятся подходы, когда, это уже такие, компании, а, где, не знаю, разные отделы работают с одним репозиторием, да, и за каждую папочку отвечает свой отдел. Разработчики условно отвечают там за всю движуху в самих кодинговых агентах, там за рулы и прочее, да, но при этом есть бизнесовые какие-то маркетинговые папки, продуктовые папки с роудмапой, то есть это все открыто для команды. И если говорить про здоровую компанию, которая работает с агентами, это не 3 человека сами по себе работающие, да, это в идеальном картинке мира это люди объединяются, и тогда вот общие такие memory-банки у них есть, с общими файлами. Окей, хорошо. Последний вопрос. Как лучше использовать AI для продуктивной работы? Это вопрос даже шире, чем наша тематика, потому что мы тут про продуктивную разработку, а не просто продуктивную работу. Вот. На самом деле на этот вопрос достаточно хорошо может ответить тот же Gemini 3, даже 3.0, что он мне отвечал не так давно вот здесь, когда я это исследовал. И их советы просто постоянно меняются со временем, и поэтому, что он говорил 2 месяца назад и сейчас, они вот уже немножко отличаются. Значит, здесь нужно понимать, что у нас, весь ключ, в контексте. Есть целые механики по тому, как делать правильные промпты, и целые, а и для начала лучше начать с этого, потому что даже когда мы делаем агенты, когда мы делаем скиллы и делаем промпты для агентов, то а, они должны соответствовать правильному устраиванию промптов. Вот. Курсов по промптам достаточно много, очень много рекомендаций и от Антропика, и от Гугла по тому, как устраивать промпты. Начать лучше с них, судя по формулировке вопроса. Вот. Окей. Мы кое-как дошли до конца, покрыли не все вопросы, которые были в чате, потому что их очень много. 2 часа 5 минут за все про все. Значит, я приглашаю вас 17 числа на уже такой более практический этот самый. Тем поднято сегодня очень много аспектов. Спасибо за очень хорошие вопросы, за комментарии. Я их еще все отдельно буду изучать, потому что там я видел минимум 2 или 3 очень интересных для меня самого. Вот. Эти вопросы мы будем покрывать на курсе по AI-driven development. Это один из первых курсов, который у нас будет. У нас еще там другой для архитекторов, но он более нишевый, такой более узкий. И это
для разработчиков. Мы будем еще делать курс по AI для всего цикла разработки, как его организовывать и как его изменять. Вот эти все вопросы и критерии, если мы готовы к внедрению AI. Иван, пожалуйста. Еще одна попытка. Давай. Слушай, я хочу на самом деле, если вы меня услышите, будет нормально коротко, там буквально 2 минутки, не то что по резюме, а вот поднять тему, которую пытался проговорить там дважды, и, возможно, дать вам еще один из направлений там, похожего метапа, но более широкого. Если что, естественно, продиктую и там в комментариях тоже оставлял. Значит, суть про новый майндсет и подход к управлению мультиагентными системами как к проектированию организации. Мгм. Что получали на выходе? То есть сейчас уровень развития технологий, на мой взгляд, уже созрел, то есть и подошел к тому, когда мы имеем помимо... То есть я сейчас говорю про контекст не в кодинге, а в целом, то есть про то, куда мы идем там, и к чему движемся там, на горизонте пары лет. Первое, мы ставили достаточно мощные модели LLM и прочие нейросетки, и они как бы прогрессируют с каждым днем, да, уровень изменений очень высокий. Второе, они научились пользоваться тулзами, и достаточно неплохо, разными. И третье, к чему мы все это подводим. В какой-то момент, и сейчас уже на самом деле я видел несколько обзоров и несколько кейсов, когда, ну, первые ласточки появляются, понятно, они достаточно пока еще кривые, но я ожидаю, то есть в течение ближайших полугода выхода чего-то там более масштабного на предмет чего. То есть мы, по сути, сейчас можем запроектировать одну роль, функцию человека в организации, как и агента. Грамотно написав ему системный промпт, дав ограничения, дав важный контекст, и дальше задача упирается только в грамотное оркестрирование, да, всего этого. В итоге там в каком-то виртуальном будущем мы можем получить некий набор агентов, да, мультиагентную систему, где каждая из них выполняет де-факто там какую-то свою одну роль, функцию очень глубоко, и одного там либо двух человек, которые занимаются этим как оркестратор, ну, по сути, как SEO, как генеральный директор. И вот это на самом деле меня немножечко пугает, потому что это выходит из контекста чисто там кодинга и программирования, а переходит уже в некую новую структуру, в новую экономику. Там в чате есть, я сбросил ссылку на одно очень интересное, это даже не исследование, а такой прогноз, и сразу и дисклеймер, что вероятность этого прогноза как бы оценить невозможно, она равна нулю, но примерно к чему мы придем к 2028 году на примере США, и как новая модель экономики с применением и мультиагентных систем вообще может повлиять на все, что есть в мире. Вот такая вот штука достаточно интересная. Она очень большая, там, это не в рамках на текущей дискуссии, но на будущее я бы с удовольствием поучаствовал, может быть, даже где-нибудь там апеллировал с тем, если там задавал такой формат. Иван, как вам созвониться вдвоем и понять, может быть, вы там и выступите? А, Контакты же в почте есть, наверное. Спишемся. Сейчас Да. там публично не могу. У меня достаточно сложный бэкграунд. То есть я близок был одно время к инфобезу, поэтому светить контакты прям напрямую сейчас в чате не буду. В почте, если есть, там по нику найдете, спишемся и думаю. Окей. Хорошо, отлично. Значит, спасибо, очень интересно. Эта тема прекрасная. Запись будет на "Ютубе". Значит, еще раз всем спасибо. Сергей, пожалуйста, тебе слово тоже под конец. Ну, спасибо, да, всем, кто остался, кто дослушал. Вот, было продуктивно, интересно. Надеюсь, это один из первых, да, метапов на тему AI. Ну, не первый, да, вы до этого уже общались, то есть в контексте там, куда что движется, куда что идет, по таких вот а, метапов, где будет какая-то практика, где будет больше пользы. То есть вот, Окей. интерес Да. У нас еще будет много для самых разных аспектов этой великолепной, огромной, обширной темы. Следите, пожалуйста, смотрите в чатике, смотрите в Инстаграме, в телеге у нас все там самое свежее и больше всего в других каналах. Я благодарю еще раз всех за участие, за вопросы. На многие еще ответов просто вообще ни у кого нет, типа best practices. Многих только начинают кристаллизовываться. Stay tuned и до встречи.